Лучше использовать емкость 65 литров, иначе будете мучиться, как я. Не нужно елозить правилом по маякам. Свежий штукатурный слой выступает за границы маяков буквально на полмиллиметра. Друзья, всем привет! Сегодня штукатурим стены. Со штукатуркой ранее приходилось сталкиваться, не помню, говорил я в прошлом видео это или нет. Только однажды я штукатурил стены цементной штукатуркой. Кстати, не могу сказать, что получилось круто. И достаточно часто для этой цели приходилось применять гипсовые смеси. Получалось гораздо лучше. Но недавно, углубившись в изучение данного процесса, я понял, что штукатурил я неправильно. Далее расскажу об этом немного подробнее. Основание стен уже подготовлено, маяки установлены, об этом был предыдущий ролик, так что сразу замешиваем гипсовый раствор. Емкость я купил маленькую, нужно было брать немного больше. Это емкость объемом 40 литров. Для замеса одного 30-килограммового мешка гипса лучше использовать емкость 65 литров, иначе будете мучиться, как я. В емкость сначала наливаем воду. Наливаем такое количество воды, которое рекомендует производитель смеси, не больше и не меньше. Затем насыпаем гипсовую смесь. Обратите внимание, всю смесь сразу мне высыпать не удалось, она тупо не поместилась, как я уже сказал, емкость маленькая. С помощью миксера размешиваем гипс. После замеса даем отстояться раствору примерно 5 минут. Перемешиваем его снова и только затем приступаем к работе. Да, чуть не забыл. Перед началом работы я приобрел H-образное правило. Раньше я работал только трапециевидным. Правило длиной 1,5 метра. Набрасываю раствор на стену между маяками. Сначала пробовал это сделать кельмой, но не подружился я с ней. Что-то не получилось у меня с ней работать. Потом начал использовать для этого шпатель шириной 150 мм. Дело пошло гораздо быстрее. Набрасывать нужно поплотнее, то есть вот эти плюхи нужно делать как можно ближе друг к другу, без пропусков. Можно начинать набрасывать как сверху, так и снизу. Особой разницы я не вижу. Начиная сверху, лично мне работать немного удобнее. Это в плане вытягивания раствора. Некоторые говорят, что нужно начинать сверху для того, чтобы не испачкать уже ровный слой снизу. Ну, во-первых, крайне редко случается такая неприятность, а во-вторых, все равно потом делать подрезку. После набрасывания гипсовой смеси разравниваю ее правилом. Попробовав в деле H-образное правило, я реально кайфанул. Да, по технологии не нужно елозить правилом по маякам, туда-сюда, стараясь сразу вывести плоскость. Такой ерундой я занимался раньше. Необходимо просто делать движение снизу вверх, распределяя раствор между маяками. В итоге гипсовый раствор должен немного выступать за границы маяков. H-правило жесткое, у него достаточно широкая плоскость для излишков раствора. С этой плоскости раствор очень удобно снимать шпателем. У трапециевидного правила сверху две плоскости получается. Излишки раствора приходится снимать с двух плоскостей. И делать это приходится чаще. Держать H-правило удобнее по сравнению с трапециевидным. В общем, с применением H-образного правила скорость работы значительно увеличивается. Это я по своим ощущениям. Некоторым оно почему-то не нравится. Не знаю почему, мне очень понравилось с ним работать. Как только раствор начнет схватываться, нужно произвести подрезку. У штукатурки данного производителя подрезка производится через 40-60 минут после затворения смеси. Слой должен быть немножко мягким, но при прикосновении не должен липнуть к пальцам. То есть вот примерно такой консистенции должен быть раствор. В общем, начало схватывания первого замеса я немножко прозевал. Из-за этого делать подрезку было немного сложновато, но я справился. Вообще, конечно, эпопея была. Подрезка делается трапециевидным правилом.
Им тоже не нужно елозить по маякам. Его нужно просто поставить перпендикулярно штукатурному слою и движениями снизу вверх выполнить подрезку. После того, как произведено оштукатуривание одной стены, я удаляю маяки. Я, кстати, так и не понял, как можно заполнять углубления от маяков остатками раствора от подрезки. По-моему, это возможно только при машинном нанесении штукатурки, когда скорость работы в разы быстрее. По технологии, если раствору на стене уже больше 30 минут, второй слой наносить нельзя. В этом случае второй слой можно наносить уже только после полного высыхания первого. По идее, это же должно касаться и штроп. В общем, с этим пока я не разобрался. Углубление от маяков решил заполнять раствором после полного высыхания штукатурки. Обратите внимание на штукатурку. Слева штукатурка после подрезки трапециевидным правилом. Справа свежая, только что из-под H-образного правила. Свежий штукатурный слой выступает за границей маяков буквально на полмиллиметра. При большей толщине раствор может выступать больше. Да, забыл еще сказать, H-образным правилом работаю как шпателем, то есть держу его немного под наклоном. Оно достаточно жесткое и не прогибается. Оштукатуривание стен из гипсолита ничем не отличается от оштукатуривания бетонных стен, за исключением нанесения толстых слоев. На этой стене был участок со штукатурным слоем толщиной 3,5 см. Это такой подарок мне от застройщика. В общем, такой слой начал сползать с гипсолита. Катастрофы избежать удалось, но момент достаточно неприятный. В общем-то, для этого нужен бетон-контакт. Именно от сползания гипсового раствора, а не для улучшения адгезии. Адгезия гипсовой штукатурки к гипсолиту просто отличная, никаких бетон-контактов не нужно. Могу сказать это с полной уверенностью, так как ролик монтирую спустя почти 4 месяца после проведения работ. Проблема со штукатурным слоем отсутствует, от слова совсем. То есть штукатурка держится просто замечательно.
С нанесением штукатурки на стену из газобетона проблем почти не возникло, за исключением участков за трубами отопления. Вот здесь я горя хапнул. Расстояние между трубами и стеной небольшое, поэтому вместо правила пришлось использовать прямоугольный алюминиевый профиль. Профиль приобрел сечением 1 на 2 сантиметра. Не сказал бы я, что он был достаточно жестким, но работать можно. Короче, в штукатурке перемазался весь. Работать жутко неудобно, отходов после подрезки много, но результат получился отличный. Я доволен. А вот и вентиляционная шахта. Из-за ее кривизны на некоторых участках слой штукатурки получился около 5 сантиметров. На эти участки я набрасывал раствор после подрезки всех стен. Красота получилась. Раствор уже полностью высох и прогрунтован. На внешние углы я не стал прикручивать ни профиль, ни уголок, ни правило. Решил сформировать углы так. И, кстати, мне это удалось. По мере высыхания штукатурного слоя на стенах грунтовал углубления от маяков и заполнял их остатками после подрезки штукатурки, а также свежей смесью. Наносил смесь с запасом. В момент начала схватывания срезал ее шпателем, держа его перпендикулярно. Закончил я штукатурить. Ну как закончил? На часть прихожей мне штукатурки не хватило, и санузел полностью не отштукатурен. Но на самом деле это лучше, чем если бы штукатурка осталась. То есть весь штукатурный раствор я выработал. Кстати, штукатурка была просрочена. Можно сказать, последнюю неделю я работал просроченной штукатуркой. Штукатурке 6 месяцев и неделя. И вы знаете, тем не менее, никаких проблем с этим я не испытывал. То есть штукатурка раньше времени не вставала. Успевал я ее за 20 минут накидать на стену. То есть все со штукатуркой нормально. Хранил я ее на лоджии. Не сказал бы я, что там идеальные условия для хранения. Ну вот штукатурка через 6 месяцев там, и неделю остается вполне, так сказать, в рабочем состоянии. Давайте посмотрим, что получилось у меня.
Результат превзошел все мои ожидания. Плоскость стен получилась идеально ровная. После подрезки, конечно, есть щербины, но я не считаю это недостатком. При оштукатуривании стен главное создать ровную плоскость. Поверхность я не заглаживал. Перед оклейкой обоями будет нанесен один финишный слой шпаклевки. Этого будет вполне достаточно. Для толстых обоев такая поверхность подойдет, в принципе, и без применения шпаклевки. Хотя лучше отшпаклевать нафиг. Собственно, на этом пока все. Оцените, пожалуйста, видеоролик, подписывайтесь на мой канал и обязательно смотрите продолжение.